Бог Энки дает им судьбу. Он называет их Кургару и Галатуру и говорит: сквозь щели в подземный мир идите. Придете в тронный зал, там роженица плачет. Эрeshkigal мучается от боли, не может разродиться. Она будет говорить: «О, утроба моя, которая не может родить!» И вы вторьте ей: «О, утроба твоя!» И тогда легче станет Эрeshkigal. И из благодарности будет спрашивать у вас: кто вы? Чего вы хотите? Дам вам всего, что вы захотите. А вы скажите: а нам не надо ничего. Дай этот труп, который висит на крюке. Кто вы? Если вы боги, награжу вас словом, если люди, награжу судьбою. И это опасный, тонкий момент в нашей истории. Момент, когда бессознательное начинает соблазнять нас дарами смерти. Ни в коем случае нельзя пить или есть зерно, которое находится в подземном мире. Поэтому Бог Энки дал им зерно жизни и воду жизни из мира сознания. Как различать зерно жизни и зерно смерти, воду жизни и воду смерти? Как различать то, что приходит к нам из мира мертвых, когда наше сознание находится в состоянии депрессии, в состоянии разложения, когда оно ищет себе пищу, но находит ту пищу, которая может вызывать зависимость, которая может вызывать страдания или еще больше нас сдерживать внутри подземного мира. Кургару и Галатуру говорят богине Эрeshkigal: дай нам тело, что висит у тебя на крюке. Но это же богиня Инанна. Да, отдай нам ее. Хорошо, берите. И тогда они окропляют ее водой жизни, обсыпают травой жизни, и Инанна воскресает. Итак,
Инанна начинает течь живой водой, ее чувства оживают и начинают протекать. Она начинает прорастать зерном. Она выходит из подземного мира. Но ее останавливают судьи подземного мира. Нельзя уйти и не оставить замены. За ее спиной идут демоны подземного мира. Они ждут, когда она выберет того, кто пойдет вместо нее. Человек возвращается измененным, и он признает эту измененность и начинает распространять ее вокруг себя. Таким образом, меняются и остальные. Этот опыт расширяется и начинает воздействовать на все сообщество. Она идет и встречает Ниншибур, которая в белых одеждах, со слезами горя и скорби встречает свою госпожу. «Не она», — говорит Инанна, и идет дальше. Она встречает своих слуг, которые также опечалены и скорбили по ней. Она говорит «не они» и идет дальше. Она подходит к тому месту, где восседает ее супруг, царь Думузи. Он рад и счастлив, он празднует возвращение Инанны. На его лице много радости. И тогда Инанна указывает на него и говорит: «Он вместо меня». Кто это? Это наш супруг из прошлой жизни. Это тот, кто не прошел с нами. Это та часть сознания, которая осталась и делала вид, что кризиса нет. Демоны преследуют Думузи. Они гонятся за ним, он убегает от них и пытается скрыться. Тяжелая погоня, полная страха и ужаса. Он не хочет идти в подземный мир.